Компания Шкода представила второе поколение кроссовера Kodiaq. Он сохранил фирменные черты предшественника, но при этом первым примерил новый фирменный стиль чешской марки, обзавелся гибридной версией с возможностью зарядки от розетки, стал просторнее и получил подвеску с адаптивными амортизаторами. Спустя 3 недели после мировой премьеры третьего поколения кроссовера Volkswagen Tiguan представлен родственный Kodiaq второго поколения. Первое поколение в строю с 2016 года. Однако до сих пор Kodiaq лишь обновляли, и за 7 лет он разошелся тиражом в 842 тысячи экземпляров. По традиции, Шкода заранее рассказала технические подробности и показала интерьер машины, поэтому главным секретом оставалась внешность. Дизайн Шкоды Kodiaq выполнен в стиле концепта Vision 7S. На капоте появились новые выштамповки, преобразилась оптика и ее наполнение. Решетка радиатора выглядит объемной, ее пересекает опциональная пунктирная линия, визуально соединяющая полосы ходовых огней. Задние фонари имеют C-образную форму и соединены светящейся полосой. В целом облик получился более динамичным по сравнению с предшественником, в том числе за счет нового спойлера на двери багажника. Еще одно отличие от предыдущего Kodiaq – это отсутствие хромированных элементов. В фарах Kodiaq установлено второе поколение матричных светодиодов, которые теперь имеют на 50% больше световых элементов и обеспечивают на 15% большую светоотдачу. Это позволяет подстраивать наиболее оптимальный световой пучок, исходя из текущих дорожных условий. В фирменном каталоге предлагается набор колес диаметром от 17 до 20 дюймов. Коэффициент лобового сопротивления у кроссовера снизился с 0,32 до 0,28. В гамме также есть версия Sportline с черным декором и крашенным пластиковыми элементами в цвет кузова. В основе Шкоды Kodiaq следующего поколения, как и у нового Volkswagen Tiguan, лежит платформа MQB EVO. После смены поколения кроссовер изменился в размерах. Длина машины составляет 4758 мм, это плюс 61 мм. Ширина 1864 мм, она уменьшилась на 18 мм, а высота составляет 1657 мм, минус 17 мм. Размер колесной базы остался без изменений, 2791 мм. В гамме по-прежнему есть версии с 2 или 3 рядами сидений. Объем багажного отсека у 5-местной машины составляет 910 литров, плюс 75 литров. У 7-местной 340 литров, плюс 70 литров. Если сложить все сиденья, кроме передних, то образуется грузовой отсек объемом 2040 литров или 2105 литров в зависимости от посадочной компоновки. В салоне центральный тоннель полностью освобожден под боксы для хранения мелочей. Приборная панель теперь виртуальная. Это 10-дюймовый экран без козырька. Тачскрин медиасистемы может иметь диагональ на 10 или 13 дюймов в зависимости от комплектации. Как и у других новых моделей концерна Volkswagen, селектор трансмиссии переехал на рулевую колонку. Круиз-контроль, как и раньше, управляется с отдельного рычажка. Еще у нового Kodiaq салонные дверные ручки имеют парящий эффект. В компании подчеркивают, что в интерьере кроссовера нет хрома, а используемый для отделки текстиль изготовлен либо полностью из переработанного полиэстера, либо на 40% из натуральной шерсти. Особого внимания заслуживает блок климатической системы. В вращающейся рукоятке встроены небольшие экраны. Центральная крутилка имеет сразу несколько разных функций: скорость вентилятора, громкость аудиосистемы, режимы шасси и другое. А боковые отвечают за температуру воздуха, подогрев и вентиляцию сидений. Для перехода между режимами нужно нажать саму рукоятку и держать в течение пары секунд. Среди SimplyClever решений выделяются новые места для хранения мелких вещей у задних пассажиров, микрофибра для протирки дисплея, площадка для беспроводной зарядки на 2 смартфона с охлаждением, зонт у двери и накладки, защищающие торцы боковых дверей и порог багажника. Электропривод пятой двери включили в базовую комплектацию. В дорогих версиях есть проекционный дисплей и переднее сиденье с массажем. Моторная гамма предложена 5 модификациями, 2 из них электрифицированы. Кроссовер предлагается с 2-литровым турбодизелем TDI мощностью либо 150, либо 193 лошадиные силы, а также 204-сильной бензиновой турбочетверкой TSI такого же объема. Эти версии работают в паре с 7-ступенчатым роботом DSG. У более мощной дизельной и бензиновой модификации стоит полный привод. Четвертый вариант – это мягкогибридная силовая установка, в основе которой лежит бензиновый 1,5-литровый турбомотор TSI мощностью 150 лошадиных сил в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. Такая версия может иметь 7-ступенчатый робот DSG с 2 сцеплениями, но привод, как и у младшего дизельного исполнения, только передний. Также в гамме впервые появился подзаряжаемый гибрид Шкода Kodiaq EV.
Силовая установка включает в себя бензиновый турбомотор 1,5 литра TSI мощностью 150 лошадиных сил, который работает в связке с электродвигателем, встроенный в шестиступенчатый робот DSG. Привод только передний, а пиковая мощность системы составляет 204 лошадиные силы. Полного заряда батареи емкостью 25,7 кВт-часа должно хватить более чем на 100 км пробега в электрическом режиме. Предусмотрены зарядные устройства переменного тока на 11 кВт и постоянного тока на 50 кВт. О горячей версии RS пока информации нет, но Шкода не отказывается от идеи пополнить семейство таким исполнением. При этом ее не будут переводить на гибридную тягу. Спортивный кроссовер сохранит бензиновый мотор мощностью около 270 лошадиных сил. Еще у Кодиака появилась система предупреждения об опасности открывания двери. Она отслеживает 35 метров с углом обзора в 120 градусов. Если водитель или кто-то из пассажиров собирается выйти, машина предупредит о приближающемся транспорте. Также внедрен ассистент проезда перекрестков, контролирующий встречный поток при повороте налево, и функция дистанционной парковки. Шкода Кодиак второго поколения поступит в продажу на европейском рынке в начале 2024 года. Цены объявят позднее. Сейчас модель первого поколения в базовой версии с 1,5-литровым турбомотором и передним приводом стоит от 39 740 евро. Друзья, как вам новое поколение кроссовера? И как вы считаете, стал ли Кодиак выглядеть лучше? Поделитесь своим мнением в комментариях. А если вы интересуетесь автомобилями, то заглядывайте в наш новостной телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылка будет в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.